почему происходит сама по себе перезапись, почему слова влияют, почему это возможно, по сути. Потому что вначале было слово это было Бог. Больше можно ничего не говорить, что если вначале было слово, это говорит о том, что слова несут уже в себе тот смысл, те образы, те значения, которые влияют на нас. Слово это Бог. Это говорит о чем? Что любое слово творит твою реальность. Любое. И если вы задумаетесь над тем, что вы говорите даже сами себе, даже удивляясь, да, ничего себе. В чем это? Что ничего себе, да, все мне. Обращать внимание на то, что есть, то, что у меня получилось, то, что у меня уже есть, то, что я уже сделал. Я уже большой молодец, я уже самодостаточный, мне уже достаточно, понимаете, у меня уже много чего есть. И это, да, у вас даже изменит состояние в теле, вы будете ощущать по-другому себя, потому что слова программируют нас и нашу реальность. Ну, просто понаблюдайте, мой вам совет. Компьютер нам выдает, то есть это пуск. Да, на компьютере. Это можно сравнить так. Мы нажали пуск. Это то же самое в нашей жизни. Значение мы привязаны к этим словам. То есть говорить, да, или там определенное слово, но вы когда-нибудь думали, как сильно влияют слова на наше тело, на наш мозг и на наше мировосприятие? Ведь, по сути, то, что написано во всех священных текстах, то вначале было слово, и слово было Бог, они являются не просто правдой, и не просто пророчеством, а это основная программа нашего мира, основная программа матрицы, по которой и существует сама матрица и работает, да, на основе слов. Да, это может являться цифровым, не цифровым миром, но в цифрах, то есть просто первоначальные формы это цифры, а потом уже появились буквы. Вот. Самые первые формы являются цифрами. И в цифрах закодирована как бы сама основа. Буквы, если так сказать, если вы знакомы с программированием, да, то есть языки программирования, да, на которых пишутся программы. Так вот, язык программирования для нашей Вселенной, для Земли точно, язык программирования является цифрами, если переводить, да, с программного уровня. С уровнем, как создаются программы, вот, на каких языках. Так вот, первая основа, да, то есть язык программирования — это цифры. А как бы второе, на каком создаются сами программы, это уже буквы. Буквы представляют собой, цифры тоже это присвоенные значения, но цифры имеют, по-моему, больше под собой значений основных, что ли. Буквы, то есть сами буквы, то есть буквенные символы, из которых состоит наш язык, да, лингвистический язык, они являются собой, представляют из себя константы, что ли. Цифры тоже представляют из себя констант. Возможно, цифры и буквы являются, это я так думаю сейчас, что цифры и буквы являются языком программирования нашей матрицы. То есть цифры и буквы программируют нашу реальность. Вот так же, как на языках программирования пишутся программы, да, то есть там к определенным символам присваивается значение, да, то есть вот если проще объяснить тот же самый язык программирования, допустим, мы пишем на языке программирования, мы пишем букву G, а компьютер нам выдает, то есть эта G равна. То есть нам компьютер выдает, открывает Windows, нажали пуск.
да, на компьютере, это можно сравнить так. Мы нажали пуск, этот пуск обозначенный буквой G. И эта буква G означает нам открыть Windows, да. То же самое в нашей жизни. И получается, что цифры просто, они являются универсальными. Если языки на всей планете, человеческие языки, они разные, то цифры являются числами, они являются универсальными. Они первостепенные и универсальные. Да, к ним тоже присвоены значения. Так же, как вот мы, то есть ко всем словам присвоены какие-то значения. То есть мы определяем там, не знаю, говоря слово ключ, да, у нас сразу в голове встает образ в виде ключа, ну, обычного ключа, да, или может быть скрипичного ключа. Может быть ключ это ручеек, да, с водой ключ, который бьет из земли ключ. Вот. Так вот, вот эти вот значения мы присваиваем к нашим, то есть это наш язык программирования. Люди, которые говорят на этом языке программирования, они знают значение вот этих слов. И на самом деле само по себе программирование даже как бы людей происходит не самими словами или цифрами, да, оно происходит теми значениями, которые присвоены к этим словам. То есть говоря, не знаю, то же самое матерное слово там лять, да, или там уй, мы же, говоря эти слова, за ними созданы образы. Мы воспринимаем их, мы вообще всю жизнь воспринимаем образами. И нас программируют образы. То есть сам по себе язык и цифры это так же, как на компьютере. И то есть вот эти образы можно назвать уже программами, как бы мини-программами, потому что они соединены со всем остальным. И так же, как на компьютере, мы, нажимая определенную там клавишу, которая там печатает нам какое-то определенное слово, но компьютер выдает нам, то есть, а это слово, к этому слову присвоено значение там открыть Windows или запустить программу или, не знаю, сделать какие-то действия, сложить что-то, да, не знаю, искусственный интеллект вовсю развивается, да, может быть, этому слову присвоено создать бот, да, и компьютер нам это делает. То же самое происходит и с нами, то есть мы каждым каждым своим словом, то, что мы говорим, то есть наше, то, что исходит из нас. Если наше тело, да, оно не только потребляет пищу, да, оно ее переваривает, да, и выбрасывает отходы, да, оно выделяет запахи всякие, да, вот, оно там изменяет, отращивает нам волосы, ногти, и происходят какие-то процессы, которые мы можем как бы физически, мы это видим и ощущаем, да, то же самое происходит на уровне невидимом, на котором работает мозг. Мозг работает как раз кодами, шифрами, и эти шифры, то есть наш язык, он является шифратором, это язык программирования. Наш язык также является языком программирования, но не компьютера, а человек. И получается, все, что мы из себя извлекаем в виде слов, предложений еще каких-то, да, более сложных конструкций, это все программирует нас. То есть, когда мы рождаемся, нас программирует внешняя среда, обучая нас языку, к определенным словам присвоены значения, образы, да, то есть на другом языке это будет, то есть тот же самый образ будет звучать по-другому, да? Но мы из-за того, что наше сознание, оно образное, то есть оно как бы воспринимает, что ли, мир, образ не словами, не буквами и даже не тактильными ощущениями, да, образами. То есть те же самые ощущения, они также могут складываться из образа. То есть мы можем образно описать любое ощущение. Вот. Почему? Потому что наше знание работает на образ. И то, что родители с детства нас обучал нас языку, мы эти образы впитывали, значения, да, каждого слова, мы это все воспринимали. Это наше изначальное как бы программирование нас, базу заклад. Но это не все. Дальше человек начинает из себя что-то выдавать, да, свое. То есть он берет свои значения вот этих образов, свой опыт, который он приобретает в течение жизни, а это постоянно, да, что-то новое, пропускает через себя, генерирует, да, и выдает это в виде своих слов, да,
своих слов, которые описывают его образ. Нужно еще уметь выдавать правильные слова, чтобы передать образ. Это уже другой разговор. Для этого нужно больше читать, да, изучать всякие разные мир и науки, да, разных сторон, сказать, получать информацию, чтобы больше было возможностей передать более точный образ, который мы сами, да, создаем, пытаемся другим людям передать, да, в общении, в коммуникации. Вот. И получается, каждое слово, которое мы говорим, оно программирует нас, оно на нас влияет. Так же вот, как оно влияло на нас в детстве, то есть оно как бы занимало свою ячейку памяти, да, в нашем биокомпьютере. Вот. Оно также и продолжает на нас влиять. Просто то, что успела сформироваться определенная структура в виде основы человеческого понимания и взаимодействия с миром, да, вот до 7 лет формируется у детей. Ну, там есть, кто-то говорит до 5, кто-то говорит до 7. Вот. Эта структура вот формируется. Дальше уже, из-за чего говорят, что у нас все проблемы из детства, да, потому что вот в эти первые годы у нас формируется структура наша, можно сказать, нашей личности. И на нее потом ложится все остальное. То есть, грубо говоря, когда вы строите дом, вот это вот то, что ребенок формирует до 5-7 лет, это его фундамент. Дальше на этот фундамент накладывается уже опыт, да, остальные этажи строят на этот фундамент. Получается, если этот фундамент, да, почему говорят, что не бывает как бы нетравмированных детей, это как бы тоже объяснимо, и лучше проходить, чтобы они проходили терапию уже, да, только подростковый возраст, только выпорхнул из родительского гнезда, уже нужно, чтобы была психотерапия по сепарации и исцелению травм детства, по сути, потому что мы все разные, личности вообще разные, даже несмотря на то, что у нас ДНК одно и то же, но дети не могут не травмироваться об своих родителей, потому что родитель по-любому, он получается над ребенком старше, и он, даже если он как можно экологичнее старается влиять, да, воспитывать своего ребенка, он все равно родитель практически, то есть, это не насильно происходит, а из-за того, что как бы ребенок еще не сформировался, нужно заполнить вот этот фундамент хоть чем, да, подойдет, не подойдет, это выясняется уже потом. И получается, формируется вот этот вот фундамент хоть какой-то. Хорошо, если у кого-то там несколько процентов какой-то травмы, да, получилось, но оно будет все равно. Просто у каждого будет свой процесс. Кто-то будет менее травмированный, кто-то будет более травмирован. Но вот это вот на уровне психики, то, что закладывается до 1-7 лет в ребенка, оно представляет собой фундамент, и потом приходится с этим фундаментом работать, потому что как бы другого выхода нет. То есть то, что там заполнилось, оно служит фундаментом. То есть без этого как бы невозможно. Оно не может не заполниться. Поэтому получается, что оно заполняется в любом случае. Да, травма это, либо это не травма. И потом, если человек не прорабатывает это на том месте, где травма, грубо говоря, на том месте, где фундамент был не такой крепкий, да, а где травмированный, то просто все слои, которые сверху, дом просто будет рушить. Знаете, стена в одном месте упасть, да. Человек не понимает, да, почему у него не получается отношения построить или бизнес построить, да. Что-то все не то, потому что когда-то там была заложена травма, когда-то фундамент был залит на неустойчивую почву, так сказать, да, и он получился нецелостный. Тогда какая речь вообще, о чем речь? Класть на пустое место, да, строить дом, да, или на то место, которое наполовину разрушено, да, оно нецелостно, да, и мы строим дальше дом, да, отношения, работа, бизнес и здоровье туда же, да, и как бы оно, пока это не исправить, не залечить, не исцелить, да, оно все остальное не будет стоять крепко. Вот. И получается, что программируют нас слова. Почему так популярны все вот эти техники по работе с сознанием, и все это через слова происходит, погружает, да, в определенное состояние. Ты погружаешься, и, по сути, перезаписывается это словами. Потому что слова, и почему эти слова влияют, да, почему происходит сама по себе перезапись, да?
Почему слова влияют? Почему это возможно, по сути? Потому что вначале было слово, слово это было Бог. Больше можно ничего не говорить, что если вначале было слово, это говорит о том, что слова несут уже в себе тот смысл, те образы, те значения, которые влияют на нас. Слово это Бог. Это говорит о чем? Что любое слово творит твою реальность. Любое. И если вы задумаетесь над тем, что вы говорите даже сами себе, даже удивляясь, да, ничего себе. В чем это? Что ничего себе, да, все мне. Такие слова, я вот даже начала, просто обратила на это внимание и начала замечать, какими словами я выражаюсь, что я говорю. И получается, что когда мы говорим, я сегодня, допустим, я была сегодня в Москве, да, и это тоже наше внимание, да, на каких словах наше внимание находится. Внимание — это энергия, которая туда утекла, и она, представляете, да, сколько это идет сильное программирование. То есть и вот мне нужно было сегодня в одну организацию, мне нужно было забрать документ и подать 2 документа, да. И получилось так, что я документ забрала, но подать у меня не получилось по определенным причинам. И у меня все внимание, я даже другим людям, своему мужу, да, рассказываю, что и как. Я говорю, все отлично, но у меня не получилось вот это. То есть я программирую себя на то, что у меня не получилось. Понимаете? То есть я не говорю то, что я забрала документ, мне получилось забрать документ, все отлично. Я на этом внимание не акцентирую на том, что не получилось. И вот просто подумайте, да, на каких словах вы заостряете внимание и какие слова вы говорите другим людям. Когда я обратила на это внимание, я поняла, что я часто говорю, что не. Я не говорю, что получилось, что я сделала для того, чтобы получилось, да, а я говорю то, чего мне не... Вот это вот, кстати, это видео я записала, да, мышление стакан наполовину пуст или наполовину полон, мышление недостаточно, да, я обращаю внимание на то, чего не достает, да, то есть это мышление перфекционист срабатывает. То есть было бы супер идеально, если бы у меня получилось подать эти 2 документа, понимаете? Я на этом акцентирую свое внимание и моментально обесцениваю то, что получилось. То есть я свой вектор внимания зафиксировала на том, что нет, а не на том, что есть. А я реально, да, на то, что есть, да, я проделала некоторые действия для того, чтобы было. Я на этом не акцентирую внимание. И не говорю, что да, все супер, я вот сделала вот это, получилось у меня вот это. Я этого не говорю, а говорю то, что не получилось. Вот просто понаблюдайте за собой, как вы чаще всего себя выражаете, да, о чем вы говорите. Вот. Потому что я заметила, что мало очень людей, и, как правило, те люди, которые, не знаю, пользуются большой популярностью, которые каким-то образом вообще даже, сказать, обладают какой-то харизмой, что ли, да, притягивают других людей. Вот просто заметьте, как они говорят себе, есть ли у них вообще в лексиконе слова, что у них что-то не получилось, что у них чего-то нет, что им чего-то не хватает. Вот просто понаблюдайте. Я вот заметила, что нет у таких людей, нет таких слов. Есть другие слова. То, что у меня получилось, то, что у меня есть, ой, я молодец. То есть это прямо противоположное мышление. Так же, как стакан наполовину пуст или наполовину полон. То есть у них стакан всегда, даже не наполовину полон. То есть они не говорят о том, что нет. И правильно делают, да. Кто-то может сказать, а зачем как бы врать? Это не ложь, это центр внимания на том, то есть куда внимание это, на минуточку, это ваш единственный и самый важный ресурс, это ваша энергия. Внимание — это энергия. Получается, когда мы отдаем свое внимание на то, что нету, мы отдаем свою энергию на то, что нету. А слова, они программируют нашу реальность. Получается, что, отдавая свою энергию, инвестируя свою энергию на то, что у нас нет, мы говорим миру, что мне надо больше того, чего у нас нет. Мне нужно больше, чтобы мне чаще было, чего нету. То есть здесь полное программирование идет по полной программе, да. И посмотрите просто даже
над собой поэкспериментируйте, когда вы начнете себе говорить, просто нужно заметить это и успеть в моменте исправить. И как можно чаще это делать, и чтобы выработалась привычка не обращать внимания на то, что нет, а обращать внимание на то, что есть, то, что у меня получилось, то, что у меня уже есть, то, что я уже сделал. Я уже большой молодец, я уже самодостаточный, мне уже достаточно, понимаете, у меня уже много чего есть. И это, да, у вас даже изменит состояние в теле, вы будете ощущать по-другому себя, потому что слова программируют нас и нашу реальность. Вы просто понаблюдайте, мой вам совет. Это вот все, что я хотела вам рассказать о том, как слова программируют нас и нашу реальность. Вообще об этом написано, кстати, много книг, и люди, которые не то чтобы уже даже научно это доказано, говорят уже, вот профессора, не знаю, Горяева, знаете, профессор Горяев занимался исследованиями на тему того, как слова программируют нашу ДНК. Вот. Работы, он умер, говорят, что его убили, по-моему, убрали, потому что как бы не дали, вышло, знаете, вот как с Теслой, да, не дали, чтобы эта информация распространилась среди людей. Вот, это просто очень важная информация. Сейчас, как бы нельзя, чтобы вам это говорили каждого утюга, потому что на самом деле это тоже неправильно. Даже то, что я вам сейчас говорю, просто я еще рассчитываю на то, что вы все не совсем поверите, что ли, да. Ну, предлагаю вам проверить. Исследования эти есть, и можно даже проверить на себе, как слова влияют на вас. Некоторые способы я буду объяснять у себя на тренинге. Вот, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Приглашаю вас на тренинг. Идите, на канале будет анонс. Так вот, исследования все эти есть. Слова влияют, и влияют они именно образами, значениями, смыслом, да, которое заложено за этим словом. Вот. И, естественно, у каждого человека может он отличаться, но суть в том, что как бы если мы говорим на одном языке, то они как-то более-менее будут похожи, да, понятно, на другом языке это будет звучать по-другому, но суть в чем? Да, благодаря большому количеству слов, да, описанию, мы можем понять, какой стоит за этим словом смысл, даже как бы на иностранном языке. Да, когда на иностранном языке мы не знаем слова, да, мы начинаем объяснять другими словами. Иностранными, да, но другими словами. То есть там я имею в виду вот это, вот это, вот это, просто я не знаю слова, да, и другой человек понимает, да, о чем вы говорите, благодаря чему. То есть вы даже не назвали слово, но благодаря описанию, которое означает значение этого слова, вы описали значение этого слова просто другими словами, создав образ в его голове. И получается, он понимает это, да? Вот. И, то есть, грубо говоря, сказать, не сами слова программирует учение, образ, который стоит за этим словом, смысл, та ценность, которая присвоена к этому слову. Вот что программирует нас. Поэтому вы можете сколько угодно долго ругаться матом и думать, что это шок, говорить про себя те слова, которые несут значение для вас негативные, то это будет стопроцентное программирование вас именно вот на эти значения. На этом, наверное, все. Много. Пишите вы, вам что-нибудь понятно, что потому что я не так давно начала вообще, можно сказать, разговаривать так много, в чем проявлять жизнь, проявлять свою суть, свой фильтр, да, через который я вижу жизнь, через который я описываю, да, явление, саму жизнь, да, через этот фильтр я начала проявлять себя, и просто это не так давно, поэтому я даже не знаю, понимаете вы меня, понимаете, о чем я говорю или нет. Я подразумеваю, что раз вы меня смотрите, ставите лайки, я как бы додумываю, что, да, наверное, вы меня понимаете. Спасибо вам, пишите комментарии, поддерживаете меня, ставите лайки, мне это очень приятно. Вот, спасибо вам, на этом пока.